Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Необходимость взять Чонгука за руку, а потом откинуться на него. Наверняка это нужно было для того, чтобы лучше вылить воду. Девятое место. Чонгук нашел любимую коленку. Когда они сидят вместе, они не могут держать руки при себе. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Деталь, которая спалила все». Разгадываем тайну Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Самые счастливые. Седьмое место. Это было настолько весело, что Тэхён не мог перестать смеяться. Шестое место. Поведение пары. Эти такие естественные касания Тэхёна. Флешбэчнуло. Пятое место. А чего так смущаемся-то, парни? Четвертое место. Обнимашки на Idol.
Третье место. Новости. Чангук для Chanel Beauty через Instagram El Official Singapore. Глобальный амбассадор Chanel Чангук поделился своими сокровенными мыслями о культовом аромате 1957 в новом фильме с парфюмером дома Оливье Польжем. В видео Чангук рассказывает о том, какие чувства вызывает у него этот аромат и какое особое значение для него имеет год 1957, раскрывая более личную сторону своего знакомства с миром Chanel. Элегантность, уверенность и фирменная харизма Чангука идеально дополняют эстетику Chanel, а каждый новый снимок лишь подтверждает, почему он так органично представляет бренд. Так мило, что Тэйкук подошли к этой паре и начали петь рядом с ними. Тэхён на эфире, я уже поел. Мы вместе с ребятами поужинали корейской едой. Какую музыку я сейчас слушаю чаще всего? Вот ее вам и включаю. У меня осталось 10% заряда. Я вышел в эфир, потому что упустил момент, когда нужно было идти умываться. Удалось ли мне погулять по Бостону? Да. Лоб красный? Сейчас прикрою. Меня укусил комар. Бостонский комар. В США сейчас почти час ночи. О, моя серьга! Я сделал новый прокол. Те фанаты, которые давно меня знают, наверняка помнят. Раньше у меня здесь было 3 прокола. Со временем один зарос, поэтому я снова проколол это место. Ран Пантхан. Нет, то есть Today's Пантхан. Как вам? Хорошо получилось? Мне даже немного неловко это говорить, будто сам себя хвалю. Но у нас в компании работают действительно потрясающие фотографы. Они сделали невероятно красивые снимки с концертов Хосака, да и мои фотографии у них всегда получаются очень классными. Но мне казалось, что просто делать обычные снимки уже немного скучно. Поэтому я подумал, а почему бы не сделать их более интересными? И начал предлагать разные идеи. Например, есть такой тренд, когда фотографии оформляют как страницы комикса. Все началось именно с этого. Я предложил попробовать такой стиль и поделился несколькими идеями. Так что теперь это будет уже не просто Today's Пантхан, станет намного интереснее и веселее. Наш фотограф в компании действительно очень талантливый. Мне очень нравится, как он работает. Он младше меня. Вообще сейчас в компании почти все младше меня. Неужели я впервые за долгое время веду эфир уже больше 5 минут? А ведь заряд телефона всего 7%. Я понял, что давно не выходил в прямой эфир. Но мне уже 32 года, и мое тело уже не такое, как раньше. Хотя, наверное, это просто оправдание, поэтому я все-таки пришел к вам. Буду стараться выходить чаще. После концертов у нас появляется возможность провести время вместе и пообщаться с участниками. Мне немного жаль, что из-за этого я стал реже проводить эфиры, но зато мы создаем много прекрасных воспоминаний вместе. Диета? Нет, сейчас я себя особо не ограничиваю. Мне просто хочется вести здоровый образ жизни, поэтому я каждый день занимаюсь спортом вместе с Чангуком и Хосоком. Наверняка есть и те, кто поступает иначе, но сейчас представим, что они этот эфир не смотрят. Если брать примерно 100 армий, то 90 из них, встретив меня на улице, делают вид, что не узнали. Сразу отводят взгляд. Поэтому мы сами подходим и первыми здороваемся. И, честно говоря, такие моменты очень согревают мне сердце. Сегодня я попрощался с несколькими фанатами, но оказалось, что нам было по пути. Мы еще какое-то время шли рядом, время от времени переглядываясь. Получилась довольно забавная ситуация. Вы когда-нибудь пробовали тренироваться не в одиночку? Лучше всего заниматься вдвоем или втроем. Сейчас у нас собралась просто идеальная компания для тренировок.
хотя программа у каждого совершенно своя. Однажды я решил повторить тренировку Чимина. Это было невероятно сложно. Он настолько гибкий, что я даже близко не могу повторить многие его упражнения. Некоторые позы для меня вообще недостижимы. Намджун любит тренироваться один. Джин предпочитает короткие занятия, максимум полчаса. А Юнги сейчас обычно занимается вместе с несколькими сотрудниками нашей компании. У меня уже осталось всего 4% заряда. Я вообще ужасно слежу за телефоном и постоянно забываю поставить его на зарядку. Обычно к концу дня батарея почти полностью разряжается. Уже 3%, вот это да. Но даже если вы сейчас попросите меня закончить эфир, особого смысла нет, заряд все равно уже на исходе. Когда останется 1%, тогда действительно придется отключаться. Всегда беспокоиться за своего Тэхёна. Я вообще ужасно слежу за телефоном и постоянно забываю поставить его на зарядку. Обычно к концу дня батарея почти полностью разряжается. Уже 3%, вот это да. Но даже если вы сейчас попросите меня закончить эфир, особого смысла нет, заряд все равно уже на исходе. Когда останется 1%, тогда действительно придется отключаться. Всегда беспокоиться за своего Тэхёна. Я попросила его, если они еще раз увидятся, передать, что у него есть преданная фанатка, а он ответил: было бы здорово, если бы такая хорошая возможность выпала снова. Такие истории лишний раз доказывают, Чангук прекрасен не только на сцене, но и в жизни. Его искренность и простота влюбляют в себя с первых секунд. Бесконечно любим и гордимся. Их радость заряжает и меня. Instagram Грейзи. Чангук рассказал о том, что для него значит аромат Шанель 1957, и мы готовы слушать его бесконечно. Мускусный аромат 1957 назван в честь знакового года в карьере Габриэль Шанель. У самого Чангука тоже было немало судьбоносных моментов, и в новом видео Айдол делится тем, какое значение этот аромат имеет лично для него, вспоминает самые памятные этапы своей карьеры и рассказывает о многом другом. Смотрите видео, чтобы узнать, что именно Шанель 1957 значит для Чангука. Тэйкук в 2026 году в своем прайме. Джихён из Boy Next Door выразил свое восхищение Чангуком на недавнем фан-митинге. Санбэним, прошу прощения, но в последнее время мое единственное хобби – это смотреть ваши видео примерно за час до сна. Большое вам спасибо. Благодаря вам я открыл для себя увлечение, которого у меня никогда не было в жизни. Наконец-то я нашел то, чем мне нравится заниматься.
Я также ищу и смотрю видео с ваших концертов. Я люблю вас, Санбэним. Сложно не влюбиться в энергетику Чонгука, когда видишь его на сцене. Настоящий пример для подражания и вдохновения для нового поколения айдолов. Это так мило. А мы тут точно не лишние? iSmack в Instagram. Реклама. Google Gemini представил новую тизерную кампанию, намекающую на сотрудничество с BTS, разместив наружную рекламу в ключевых точках Сеула. В рекламе вокруг фирменного логотипа Gemini в виде искры появляется светящийся силуэт цифры 7. Она объединяет визуальный стиль Gemini с числом, символизирующим BTS, еще больше подогревая интерес к предстоящей коллаборации. Рекламу можно увидеть на площади Шинсэгэй-сквер, экране Коукс K-pop Live, KT-сквер, в районе Сонсу и других популярных локациях Сеула. Улыбка, которая говорит «Да, он мой». Какой аромат представляет собой Чон Чангук? В новом рекламном ролике Chanel 1957 Чон Чангук не только рассказал о том, как этот аромат отражает его жизненный путь, но и благодаря истории. Стоящий за этим ароматом, он сбросил ослепительный блеск сцены, чтобы показать более близкий к сердцу и более настоящий образ себя. Особо стоит отметить, что в видео Чон Чангук провел видеоконференцию с эксклюзивным парфюмером Chanel Оливье Польжем. В непринужденной обстановке они глубоко обсудили концепцию аромата 1957, позволив нам в полной мере ощутить многогранный аромат белого дерева и его приятное прикосновение к коже, и таким образом получить глубокий и уникальный сенсорный опыт. Самые прекрасные улыбки появляются на их лицах, когда они вместе. Когда вы рядом с правильным человеком, весь мир кажется немного прекраснее. Мари Клэр Тайван в Instagram. Кто такой самый милый VIP-фанат, сопровождающий BTS в мировом турне? Это золотистый пудель по кличке Стоуни Блю. Каждый раз, когда снимают BTS за кулисами, всегда можно увидеть этого золотистого пуделя, и он непростой. Он – специальный психолог команды BTS в мировом турне, который сопровождает участников во всех их путешествиях по миру, помогая им справляться со стрессом. Крошечный Чангук – залог хорошего настроения на день.
Этот пост Тэхёна не просто публикация, а настоящий визуальный и музыкальный манифест глубокой романтической связи, рассказанный через призму искусства. Звучание Мариса Равеля мгновенно переносит в атмосферу культовой драмы «Назови меня своим именем». В отличие от каноничной драмы, здесь нет места горькому финалу и слезам у камина. История Тэхёна и его спутника пишется яркими красками, без надрыва и вечных прощаний. Концертные образы Тэхёна такие красивые. Вживую он звучит в том же темпе, что и на студийной записи. У него невероятный музыкальный слух и выдающиеся навыки, которые очень сложно повторить непрофессионалам, такие как вокальные украшения, как рифы, мелизмы, вибрато и многое другое. Мы неоднократно видели, как он демонстрирует все это во время своих выступлений. Когда вы видите певца, который использует свои навыки с такой страстью, чтобы развлечь слушателя, вы сразу понимаете, что отличает его от тех, кто просто воспроизводит студийную запись. Он стремится создать свой собственный, уникальный стиль, поэтому сравнивать его с другими исполнителями нелогично и, в принципе, неуместно. Комментировать не буду, просто наслаждайтесь. Группа BTS прибыла на второй этап североамериканской части мирового турне World Tour Arirang на стадион Gillette Stadium в Фоксборо, штат Массачусетс. Село с самого утра, территория вокруг стадиона была заполнена фанатами из разных стран и всех возрастов. Они были одеты в модернизированные ханбоки, костюмы красных оттенков, фирменного цвета пятого полноформатного альбома Arirang, или воссоздавали культовые сценические образы участников, что еще больше усиливало предвкушение концерта. Однако всеобщее внимание привлекло то, что прошло более 30 минут после запланированного начала концерта, а BTS так и не появились на сцене, что вызвало недоумение у многих фанатов. Что же стало причиной такой задержки начала концерта? Истинная причина задержки была раскрыта позже. По словам болельщиков, на этот раз проблема была связана не с проверкой билетов или процедурами входа, как это было в некоторых предыдущих случаях, а с сильными пробками вокруг стадиона Gillette. Тысячи автомобилей одновременно направлялись к стадиону, а пробки в час пик и перекрытие нескольких дорог разделительными полосами или контрольно-пропускными пунктами безопасности существенно изменили маршруты движения, вызвав сильные заторы на многих дорогах, ведущих к стадиону. Парковки стадиона также были полностью заполнены, что крайне затрудняло поиск места для парковки. Пробки на дорогах во время масштабных концертов BTS – обычное явление, и это вполне объяснимо. Однако, по словам фанатов, ситуация в Фоксборо была совершенно иной. Одна фанатка написала, что несмотря на то, что она выехала за несколько часов до того, как фанаты должны были выстроиться в очередь на концерт, она так и не добралась до стадиона, написав: эти пробки просто ужасные. Я еду с 12 часов дня. Я рядом со стадионом, но пробки ужасные. Здесь до сих пор куча людей. Еще одна фанатка поделилась похожим опытом: я буквально вышла из дома в 12 часов. По всему Массачусетсу были пробки. BTS
Если вы меня слышите, пожалуйста, задержитесь на 15 минут. Я все еще в пробке. Что значит 30 минут? Эти сообщения говорят о том, что пробки были не только на дорогах вокруг стадиона, но и транспортная сеть на гораздо большей территории практически остановилась. И почти все маршруты, ведущие к стадиону Gillette Stadium, были забиты пробками на несколько часов. До начала концерта оставалось всего около 15 минут, а Твиттер все еще был завален отчаянными сообщениями в адрес стадиона и организаторов, которые надеялись, что шоу отложат. Среди сообщений были такие: «Пожалуйста, отложите ваше шоу. В Столках все еще очень много людей. Концерт начинается через 13 минут. А у стадиона все еще куча пробок. Я ухожу на много кругов. И надеюсь, организаторы продлят задержку, чтобы дождаться всех». У нас свой Ким, которого хранит как зеницу ока один дракон. Питер Чонха в Инстаграм. В музыке нет расовых, национальных и языковых барьеров. Изначально планировалось, что сегодня на второй день концерта поедут только моя жена и дочь, но мне удалось найти недорогие билеты, и вчера мы с семьей посетили концерт BTS в Фоксборо, недалеко от Бостона. Сам концерт был великолепен, но самым запоминающимся моментом для меня стало то, что за мной сидел маленький ребенок. Ребенок, похоже, латиноамериканского происхождения, лет 4, стоял весь концерт, был одет в ханбок и очень мило подпевал корейским песням. Наверное, его мама – участница фан-клуба, и он выучил песни. Мне кажется, я никогда не видел такого разнообразия людей на спортивных мероприятиях или концертах. По моим ощущениям, там были примерно одинаковое количество чернокожих, латиноамериканцев, белых и азиатов. Только после того, как я сам побывал на концерте, я понял, почему BTS отказались от участия в Грэмми, заявив, что хотят, чтобы музыка воспринималась как музыка, а не разделялась по регионам или языкам, и чтобы ее любили. Я прекрасно понимаю, что это не совсем соответствует теме статьи, но как кореец, живущий за границей, я почувствовал, что это было слишком много корейского патриотизма, особенно когда звучала «Арирэнг». Сейчас я испытываю своего рода синдром отмены. Я почувствовал, что участники BTS все-таки корейцы. В конце, когда они по очереди делились своими впечатлениями, 3 из них говорили в основном о Гарварде. Я видел в американских социальных сетях комментарии, где писали, что это очень азиатско и что это мило. Второе место. Это так интимно. Столько нежных прикосновений. Мышечная память Чонгука сходит с ума. Ладонь раскрывается и готова принять руку, но кто-то должен вспомнить, что вокруг тысячи людей. Пара без пространства. Первое место. Ну как тут удержать руки?
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.